Я смотрел, ни хрена не понял. 20 с лишним миллионов долларов призовые. Сейчас это 26 миллионов долларов. Бизнес-джетом летаешь? Да, могу себе купить. Новые миллионы не приходят. Ему пришли достаточно шальные деньги. Я просто чилю. Что ты делаешь? Но опять же, он все свои потребности удовлетворяет, вот сидя за компьютером. Короче, я знаю, чем все это кончится. Я подсяду на World of Tanks, опущусь и сопьюсь. Привет, друзья! Это редакция. Мы в Минске. А в Минске мы потому, что выдалась оказия приехать сюда и погонять по центру города на танке и все здесь ко хренам разнести. Это, как вы поняли, модная локация в одной старенькой, жутко популярной компьютерной игре. Я вообще в эти видеоигры никогда не играл. Но вот у меня сын 10 лет начал играть. Ладно, в погоню. Мало жизней, мало! О боже, все. И я, глядя на него, тоже подсел. Не на саму игру, а я выяснил, сколько люди зарабатывают на том, что кто-то сидит и играет. 130 миллиардов долларов ежегодный оборот геймерской индустрии. Мы сегодня познакомимся с несколькими людьми, у которых есть своя маленькая, но важная долька в этом пироге. Это самый модный офис в Беларуси. 16 этажей, сплошной wargaming. И сразу дисклеймер. У Wargaming и у других подобных компаний очень агрессивная маркетинговая политика. Они покупают кучу ютуберов, блогеров, поэтому мне ничего не платили за этот выпуск. Мне действительно любопытно, поэтому мы здесь. И только поэтому. Это единственный настоящий танк. С линии Сталина, если я правильно читал Википедию. У вас, когда первый раз заходишь в игру и регистрируешься, да, какой-то вот примерно такой танчик выдают? Вот прям такой выдают. Это вот мой первый танк. Да. А вы играли, да? Ну вот у Джова, да, попробовал. Это Костя, который Джов, который главный житель вселенной World of Tanks. Как вы меня назвали? Так меня еще не характеризовали. Извиняюсь, у меня голос севший. Слушай, ну это же неправильно воспринимать как реконструкции чего-то, имеющие отношение к реальным танковым сражениям? На самом деле, игра в свое время произвела очень интересный культурный феномен. Люди, во-первых, те взрослые мужчины, вот, типа тебя, которые до этого вообще не играли в игры, начали играть. Плюс очень большая часть силовиков, вот, что на Украине, что в России, начала играть в эту игру. То есть у меня был знакомый в Одессе, когда я там жил, он мне рассказывал, когда заходишь в Генпрокуратуру Одессы, какой кабинет не стукнешься, везде слышно «не пробил». Броня не пробита. В этом и заключается уникальность нашей игры, в том, что у нас взрослая аудитория, 97% это мужчины. И это люди, которые понимают, во что они играют, зачем они играют. Соответственно, они уделяют очень много времени на то, чтобы изучить военную технику. Это часть генокода нашего. Танки. Это еще Виктор Кислый, по-моему, сформулировал конкретно про генокод. Да. Все теперь за ним точно повторяют. Вот человек, который создал всю эту империю. Кислая водка и сам Виктор Кислый. Все эти памятники во всех городах, которые советские мальчишки, там, и в том числе облазили, да, всегда. Там все эти. Т-34-85 в основном, да. Много всяких околотанковых вот этих вещей времен войны. В основном это орудия. Советские игрушки, вот эти железные, зеленые, там танки, много всяких разных, у которых колесики под дном. У нас была, ну, то есть гениальная, по сути, вот Core Mechanic, игра вот эта 15 на 15, да. И потом от нее мы пытались построить киберспорт. Так работает плохо. То есть у нас киберспорт, он достаточно сильно хромает, и мы, в принципе, ну, что уж тут умалчивать, мы вообще, в принципе, спорт высоких достижений закрыли в позапрошлом году. Алиса, выключи музыку. Алиса, напомни мне в 13:00 выйти из дома на съемку. Поставила напоминание выйти из дома на съемку на сегодня в 1 час дня. Алиса, скажи, что такое пасхалка? Слушайте, пасхальное яйцо – разновидность секрета, оставляемого в игре.
в фильме или программном обеспечении создателями. Так, какая у нас зарплата? Зарплата. Алиса, сколько зарабатывает киберспортсмен? Слушайте, благодаря Dota 2 28 киберспортсменов стали миллионерами, то есть заработали от $1 миллиона и больше. Алиса, а какой сейчас курс доллара? 64 рубля 71 копейка. То есть это получается 65 миллионов рублей. Недурно. Алиса, включи радио, пока я собираюсь. Хорошо. Как вы поняли, работать мне приходится даже дома. Вот сейчас я только что закончил сценарий выпуска про геймеров, который вы смотрите. И как любому журналисту, мне постоянно нужно что-то уточнять. Детали, факты, значения терминов. К счастью, теперь на помощь приходит Яндекс.Станция, умная колонка с Алисой, которая знает все. Благодаря ей мне теперь не нужно тратить время на поиск ответов. Алиса сама все найдет, и музыку включит, и погоду подскажет, и еще напомнит о важном деле. Вы хотели выйти из дома на съемку в 1 час дня. В общем, переходите по ссылке в описании, берите себе эту чудо-станцию, а я на съемке. Алиса, какая сегодня погода? В настоящее время в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Киберспорт позволяет растить звезд. Они потом становятся блогерами, стримерами, у них есть своя фан-база. Вот Левша, например, я так понимаю, да? Да, он как раз был капитаном Нави, то есть это самая успешная наша команда. Это Дима Палащенко, он же Левша. Ты Левша? Да, нет, я правша. А, у тебя была травма правой руки, Левый, поэтому ты играл левый. А, левый. У меня пластина в левой руке. А, у меня, кстати, тоже пластина в левой руке. Ну, короче, Дима стал левшой. И сейчас один из самых топовых стримеров World of Tanks, правильно? Да. Смотри, просто кого я попался. Лол. Беовульф, Джофф и Страйк. Ну давай, поехали. Одно от этого братишки. Ай. Монетизация в основном у стримеров это продажа рекламы. Но я мало продаю рекламы, я очень сильно фильтрую. И заработок с Ютуба с рекламы, и донат. Ну, наверное, у стримеров донат самый высокий процент заработка. Ну, тебе вот на это на все ты зарабатываешь стримами? Да, давно уже. Я этим занимаюсь сколько? Последние 2 года как ушел из киберспорта. А почему ушел из киберспорта? Ну, уже уровень игры был не тот. Вот в Доте построена система, она называется Компендиум. Там, получается, идет продажа какого-то, ну, каких-то разных приколюх внутриигровых. Да, няшек. Вот. И процент с продаж идет в призовой фонд. Но это самого крупного турнира. И там получается $миллионы. 20 с чем-то был последний раз. 20 с лишним $миллионов призовые. То есть победитель получал сколько? 10 $миллионов можно выиграть просто потому, что ты... Ну, потому что, да, ты хорошо Это играешь. не то, что ты просто сидишь в компьютере и говоришь. Короче, я уже стал думать, что мой 10-летний сын, может, пусть играет на самом деле, заработает мне на старость. Вот в этом жутком здании сейчас фотостудия, и мы приехали снимать команду Virtus.pro, которая здесь, ну, просто у них фотосессия. В чем отличие киберспортсмена от просто чувака, который играет в компьютерную игру? Очень просто. Просто чувак просто сидит и играет в свободное время, киберспортсмен зарабатывает этим деньги. Не всегда получается справиться с собой, не всегда получается себя контролировать. Но... Здесь выбор. Топовые российские спортсмены, киберспортсмены, вот ровно те, которых мы сейчас пойдем и будем снимать, они зарабатывают в год $1,5 миллиона на человека. И это только их призовые, это не считая всяких рекламных контрактов, интеграции и прочее. $1,5 миллиона. А почему? Потому что в киберспортивный рынок за последние 3-5 лет пришли очень серьезные бюджеты. Рекламодатели осознали, что там есть огромная аудитория молодых, платежеспособных людей, которые фанатеют от этого. Первый мейджор у нас смотрел 24 миллиона человек. Да? 28. Это за какой период времени? 3 дня. То есть финалы, 28 миллионов да, уникальных пользователей посмотрели. по всему миру. А в России киберспортивная аудитория измеряется где-то 12 миллионами человек. Это зрители. Уников. Мы понимаем, что из этих 12 миллионов геймеры примерно 100%. Ну, люди так или иначе да, играют. и не только. Ну, и не только, потому что сейчас
С учетом того, что киберспорт, он все больше получает атрибутов, присущих традиционному спорту, есть просто болельщики. Дистанция между болельщиком и Рамзесом, это самый крутой игрок в России, ему 19 лет, через 2 дня 20, на самом деле, исполняется, она короче. С днем рождения тебя. Спасибо. Это, кстати, не для съемок, у Ромы правда день рождения. Это человек, который попадает во всевозможные рейтинги Forbes. Я не припомню, чтобы я у кого-то брал интервью за последние годы 20-летнего чувака, который заработал $1,5 миллиона призовых, на чем бы то ни было. Расскажи про свои ощущения, когда ты заработал $1 миллион. $1 миллион? Да, на самом деле, когда уже появились, то есть первые деньги, там, условно, $100 тысяч, то ты уже чувствуешь, что тебе хватает на жизнь как-то, и ты ни в чем себе не отказываешь. А потом это просто как, ну, ты выигрываешь постепенно турнир, и у тебя все прибавляется и прибавляется. Ты этого не ощущаешь. То есть для тебя это, ну, типа, ну, нормально. Ну, да. Мало ли у кого есть $1,5 миллиона. А ты во что-то инвестируешь, вкладываешь, или ты просто там купил себе Ламборгини и гоняешь на ней? Я просто чилю. Что ты делаешь? Отдыхаю. А, где? Как ты их тратишь? Ну, трачу обычно на себя, могу куда-то съездить отдыхать. То есть я ни в чем себе не отказываю. Ты летаешь прайвет-джетами? Еще раз? Бизнес-джетами летаешь? Да, могу себе купить иногда. Ну как? Ну почему? Я выжил для того, чтобы сдохнуть. Подойди поближе. Как ты стал капитаном? В команде есть 5 человек, и если, там, условно, 2-3 года люди играют с одним и тем же совсем, то есть нужна какая-то смена обстановки. А можешь вот для чайников объяснить распределение ролей в команде? Ну, вот там в футболе есть нападающий, защитник, полузащитник, а здесь? Ну, допустим, если по футболу, то у нас есть 2 защитника условных, там, 1 вратарь и 2 нападающих. Парни, помогите, кто-нибудь хорош. Прыгает на Рамзес, Рамзес ловит крит, блэкхол от Паши. 2 героя пойманы были, но длилось счастье недолго, потому что БКБ было потрачено. А как это называется правильно? Термины какие? Кэрри, мид, оффлейн и саппорт. А у тебя есть какой-то любимый, как это правильно сказать, персонаж, да? Персонаж. Морфлинг, наверное, Морфлинг. Это водяной такой герой, синий. Вот, он мне очень нравится. Ты волосы часто перекрашиваешь? Да, частенько. Вот у меня недавно кончился цвет мой. У меня был тоже такой синеватый. Потом он перерос в серый, и я опять решил покрасить. Как-то зависит от настроения, периода, успехов в игре? Ну, мне нравится что-то необычное такое, какое-то повышенное внимание, вот, наверное, это. Тебе нравится быть в центре внимания? Да. Стягивается очень много героев. Рамзес в вансами вгрызается в Баунти Хантер. Тот кидывается треком. Блэкхол тратит. Энигма, парни, покажите Блэкхол. Алло, блядь! Твои родители, там, твоя мама, она же, наверное, сначала, ну, как бы, не понимала, что это такое. Ну, типа, сын тратит время, хрен знает, пойми на что. Да как у всех, на самом деле, в такой профессии. То есть у меня там забирали компьютер, отключали интернет и так далее. Да. Типа, иди учись, получай 5. Да. Ну, я был достаточно плохо, ну, так себе учился, средненько. И мама хотела, чтобы я был, ну, хорошо учился, а я все время уделял доте. Когда я выиграл, это был первый турнир Кубок России. Хоть и там не сильные команды были, но мы с командой заработали $1 миллион на 5. То есть это были большие деньги, как бы. И родители такие: да, сынок, давай, пожалуй, иди по этой. Да, иди, играй. И кушай. Не будем заставлять там от компа тебя отдирать. Сиди, играй больше. У меня сыну 10 лет, и он, конечно, все время его тянет туда, вот в PlayStation, к компьютеру и так далее. Мы его, понятное дело, ограничиваем там только по выходным. Я смотрю на ребят и думаю, может, наоборот, нужно его пушить туда всеми силами. На самом деле киберспорт не так сильно отличается от обычного спорта. Каждый год спортивные школы там в России и по всему миру, академии футбольных клубов, выпускают тысячи и тысячи спортсменов, там, футболистов, хоккеистов. Из них настоящими профессионалами... Только 10 человек становится... Конечно. То есть здесь все очень похоже. Поэтому красивые истории есть везде. Да? Они есть и в киберспорте, они есть и в спорте. Понятно, что когда родители там, мечтают, что их сын там, станет следующим Роджером Федерером, да, и отдают его в теннисную школу, они должны понимать, что, возможно, это случится. Но скорее всего нет. Но, скорее всего, нет. На 5 миллионеров, условно говоря, победителей International, там приходится там, 500 000 людей, которые в этом разочаруются и свалят. Это просто компьютерный клуб. Здесь люди просто играют. Пойдем, пройдем. Это я вижу. Это Counter-Strike. Это Dota. Counter-Strike. Counter-Strike. Dota.
Dota, Counter-Strike, Counter-Strike, Dota. Ну вот, в основном две игры. Dota 2 для СНГ пространства самая популярная игра. Я думал, Counter-Strike. Counter-Strike номер 2. Если говорить обычным, то есть если говорить языком спортивного журналиста, то Dota 2 это футбол, это там 70% трафика, Counter-Strike это хоккей, это 20%, и какие-то пиковые моменты во время крупных турниров, как и в хоккее, да, бывает, это немного вырастает. А расскажи, почему Dota? Как ты пришел конкретно к Доте? В школе у меня было очень много свободного времени, я не ходил в никакие секции. И после школы я всегда брал у мамы денег, какую-то сумму, там, 50-100 рублей, там, условно. И ходил в компьютерный клуб, и все, и играл сутками. И потом мне друзья показали эту игру, то есть я играл там в Counter-Strike, и все, вот. Дота мне понравилась, ну, вот, вся вот эта стратегия, то, что там надо думать. В какой момент ты понял, что это может стать твоей профессией? Если честно, мне кажется, те люди, которые думают о том, что это может стать твоей профессией, они никогда ничего не добьются. Почему? В этом деле. Ну, они к этому по-другому относятся. У тебя там есть условный год-два, чтобы чего-то добиться. Если у тебя ничего не получится, то, ну, все. А так у тебя с самого детства очень много свободного времени, и ты все время это уделяешь игре, потому что тебе очень нравится она. Ты не думаешь о каких-то заработках, ты не думаешь ни о чем, ты просто сидишь и играешь. Тебе по кайфу. А ты работаешь в наушниках и смотришь в экран, да? Тебе не обязательно видеть. В смысле, а что мне не обязательно видеть? Глупый вопрос задал, да? Да, Не подумав, спросил. Вот в это можно залипнуть. Стреляй же! Стреляй, братуха! Жестко было сейчас. Если сравнивать тебя с Гусевым, с таким классическим футбольным комментатором. Уходит и бьет вот так вот неотразимо! Чем это отличается? Ну, во-первых, рамками. Потому что мы не комментируем на телевизор, из-за этого, соответственно, у нас нет большого количества рамок, да, то есть основные вещи формата не материться и так понятно, да, а так, в общем и целом, ты полностью можешь говорить о чем угодно. Кроме этого, ты используешь очень много лексикона, во-первых, игрового, понятное дело, во-вторых, того, который принят в сообществе. Мы говорим очень много мемами, да, мы употребляем тот, соответственно, лексикон, который близок к нашей аудитории, и который совершенно непонятен в большинстве случаев нормальному человеку. Шел просто по двору, нашел эмку, нашел смог, пошел дальше. Подобрал рюкзак, все Да. это сложил в середину и пошел умирать на синюю зону. Есть игры, которые очень близки к простому человеку, потому что все понятно. Ну, условно говоря, да, Counter-Strike. А вот с Дотой 2... Вообще не ясно, да? Я смотрел, ни хрена не понял. Да, ну нужно минимум, наверное, около 1000 часов, чтобы плюс-минус адекватно 1000 осознавать. часов? Ну, в игре это не так много. Ну, я имею в виду, условно говоря, сколько часов вы провели за сериалами, да, посчитайте, и вы поймете, то, что, условно говоря, на какую-нибудь «Игру престолов» вы потратили уже около, там, Подожди, 30 секундочку. от этого. 1000 часов, это же, сейчас я скажу, сколько это дней. 1000 часов, это 41 день. Да, ну так я имею в виду, условно говоря, за 3 года можно эти 41 день наиграть без проблем, ну или за год. В игру, я понимаю, в чем прикол играть в игру. Ну, то есть адреналин, вот это все. А в чем прикол смотреть? Я, на самом деле, сначала задался вопросом даже не про киберспорт, а когда я увидел, что люди смотрят, как другие играют, как стримеры, да, то есть, условно говоря, чувак, он, ну, не особо хорош в том, во что он играет, он просто интертейнер, да, он просто, ну, веселится, когда играет, и людям нравится смотреть на это, и летсплееры те же самые, вот это все. Я ни черта не понял, как это вообще возможно, зачем это нужно. Как же я ору! Просто два ртовода поимели тяжа! Ха-ха-ха! Вот киберспорт, наоборот, для меня был понятен, потому что, ну, как футбол, да, вот, типа, условно говоря, вот я люблю погонять мяч, там, даже занимался в секции и так далее. И для меня интересно смотреть, как профессионалы это делают. Не, да, ну, как понятно, люди, что, которые да, невероятно тебе прикольно смотреть, как играет Рональдо, без вопросов. Да, вот тут то же самое. У нас есть Рональдо от нашего мира, ты хочешь, точнее, из-за того, что большинство же футбольных фанатов, они не играют в футбол по-настоящему, да и даже близко не играли, возможно, только во дворе пару раз мяч гоняли, да, 11 на 1 совершенно другая игра. И им все равно нравится смотреть, как лучшие игроки мира катают. У нас вовлеченность совершенно другого уровня. У нас люди, которые катают очень много, да, которым нравится сама игра, это их образ жизни отчасти. Да, это хобби, считайте. После работы пришел, сел, поиграл. Я до сих пор помню это впечатление, как я захожу в Барклайс-центр в Бруклине, где я там был за буквально там пару лет до этого на баскетболе, когда он только открылся, и я вдруг увидел как бы полный зал, и я понимаю, что этот полный зал сидит и смотрит, как 10 человек сидят на сцене в кабинках и друг против друга как бы играют в компьютер.
Что меня поразило, на самом деле, и очень приятно удивило, это когда я видел людей, которые сидят в зале. Потому что когда ты там, условно, работаешь в хоккейном «Спартаке», ты видишь свою аудиторию, ты понимаешь, что, скажем так, лучшие дни этих людей, возможно, где-то уже позади, да, а здесь ты видишь, что, в общем, только все впереди, и в этом плане гораздо ты надежно чувствуешь себя с точки зрения той аудитории, с которой ты работаешь. Это Алексей Березин, соло. Один из самых знаменитых и мемных игроков в русском, как это правильно сказать, киберспорте. В российском, да. В российском киберспорте, да, сори. Алексей уже 28, и мне многие говорили, что ты уже сильно пенсионерский возраст для киберспорта, потому что типа в 25 уже пальцы не те, мозг не тот, правда? Ну, я достаточно пожилой, да, в СНГ киберспорте, но мне кажется, что все дело в практике, и если время позволяет, заниматься много, играть, практиковаться, поддерживать форму и уровень игры, то до 30 можно спокойно играть, я думаю. А в каком возрасте становятся пенсионерами в киберспорте? Вообще не важно, здесь зависит от самочувствия. От быстроты реакции? Да. Быстроты Ну, как ты соображалки? принимаешь решения, насколько ты можешь взаимодействовать с командой, потому что уровень игры, ну, когда у тебя высокий уровень игры, это хорошо, но в танках было 7 человек, и было важно, чтобы ты мог в команде взаимодействовать. И я в большей степени был таким связующим звеном внутри команды, потому что там практически все играли лучше меня, вот, но ребята молодые, зачастую ЧСВшные, высокая самооценка. ЧСВ это что? Это чрезмерно завышенная самооценка. Давайте разграничим просто увлечение компьютерными играми с киберспортом. Киберспорт. Мы говорим про киберспорт. Если мы говорим про киберспорт, то, конечно, это ежедневные тренировки, индивидуальные тренировки, тренировки с командой, разбор стратегий, анализ игр. То есть это от 6 до 10 часов в день. Я знаю, что у тебя были сложные времена, у тебя там был бан, сначала пожизненный, потом сокращенный. Ты какой вывод из этой истории вынес, сделал, которым ты можешь поделиться с теми, кто моложе и кто будет сталкиваться с такими же искушениями на своем пути? Знаете, сейчас уже другое время все-таки. Если мы говорим о 2012-2013 году и киберспорте в то время, то тогда это было на чистом энтузиазме, и деньги зарабатывали единицы в мире. То есть ты должен был посвятить всего себя вот этому пути в никуда. Ты не знал, что киберспорт станет вот настолько масштабным событием. Действительно, в то время я поддался этому небольшому искушению и очень об этом пожалел. Ладно, ну соло, ну... И еще и... Соло! Где до конца гейминг? Что это за фигня вообще происходит? Тогда это была в каком-то смысле вынужденная мера, чтобы дальше продолжить заниматься киберспортом, потому что кушать не на что было и квартиру снимать. Сейчас в киберспорте даже игроки невысокого уровня могут себя обеспечить, в принципе, едой и жильем. То есть настолько сильно киберспорт вырос. Всего-то 5 лет прошло при этом? Да. То есть за 5 лет он прошел тот путь, который там большой спорт проходит за десятилетия? Ну, для сравнения, вот есть такой турнир, World Cyber Games называется. На нем призовой фонд в 2010 году был, за первое место было $40 тысяч на команду. Сейчас это 26 миллионов долларов. А тут нет опасности пузыря, что, наоборот, очень быстро, очень много денег, и в какой-то момент все, бух? Скажем так, пузыри происходят от того, что приходят люди, у которых много денег и которые не очень понимают, как их тратить. Этот процесс зачастую параллелен тому, что приходят люди, которые вкладывают деньги достаточно разумно, и если первые просто отвалятся, всегда останутся вторые. Как я уже говорил, я, вот знаете, я не разделяю эти апокалиптические прогнозы немножко о том, что киберспорт там убьет футбол, захватит все. Нет, он займет свое такое очень достаточно, мне кажется, крупное место вот в этой большой индустрии развлечений, когда там у человека вечером, да, ну ведь глобально же все об этом. Ты приходишь вечером с работы, вопрос, что ты будешь делать. То есть это то же самое, что походы в кино. То есть люди будут все равно тратить деньги, даже если денег все меньше. Люди будут переставать ходить в кино, но все равно будут проводить время в интернете и играть в игры. Потому что 20 лет назад
условно говоря, там, ну, хорошо, 30 лет назад, когда я гулял на детской площадке таким маленьким, да, там деды играли в домино, пацаны играли в футбол, а малые там копались в песке. 20 лет назад их стало меньше, 10 лет назад их стало меньше, сейчас детские площадки пустые. Они пустые, они будут пустые, потому что дети дружат с собой в интернете. Это снова Карина. Пока Алексей Пивоваров снимает в Минске, я приехала в московский офис Mail.ru, крупнейшего представителя российской индустрии игр. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Подавляющее большинство игроков играет именно на мобильных девайсах, потому что это удобно, просто, и действительно игровая индустрия развивается быстрее всего именно в категории мобильных игр. Что такое? Прицел X8. По-моему, 4000 игр выходит каждый день на игровых платформах. Поэтому это очень конкурентный рынок, он очень непростой, у него есть свои правила. А World of Tanks развивается или он более-менее стагнирует? Потому что я слышал разное, что это уже такая устаревающая история. Проекту уже практически 10 лет, и он сейчас находится на плато. То есть он же не идет вверх, он уже идет ровно. То есть своего пика он достиг, мне кажется, года 2 назад, 2-3 где-то так. Ну, то есть туда новые миллионы не приходят? А на самом деле, из того, что я знаю, аудитория уже, как говорят, выжрата в СНГ. То есть она уже все. Соответственно, я приклеила датчики, которые измеряют потоотделение. И мы таким образом можем понять, насколько человек вовлечен и возбужден во время игры. Огромное количество данных вырабатывает организм, мы смотрим только большие пики и большие падения. Хорошо, объясните, как это все потом помогает совершенствовать игру? Ну, например, вот момент, когда в твой танк попали. Ну, очевидно, я там вспотел, и у меня максимальный выброс адреналина произошел. И что? Мы если выброс адреналина произошел из-за игрового момента, то это нормально. Так. Мы эти места не анализируем. Вопрос в том, что если происходит выброс адреналина по непонятной причине, человек едет по карте куда-то, и почему-то пошел выброс адреналина. И непонятно, с чем это связано. И тогда мы начинаем разбираться, в чем была причина. А, например, в чем она может быть? Например, она может быть в том, что ему непонятно, куда ему нужно ехать. И он начинает злиться, и у него идет выброс адреналина. Вас, наверное, ненавидят разработчики. Есть такая проблема. Иногда они называют, что мы как полиция приезжаем и начинаем говорить нехорошо про их игру. Но мы пытаемся объяснить, что любая ошибка нашего игрока — это на самом деле ошибка нас как разработчиков. Танки, как правило, никто не слышал. 99% не слышали, как они звучат в реальности. Очень громко. Это очень громко, да, это очень неприятно. Наша задача сделать звук этот эргономичным. Эргономичным? Да. То есть он должен быть потише и помягче? Ну, да, образно говоря, так. Если записать звук выстрела, допустим, на профессиональный микрофон и потом пытаться его воспроизвести человеку, который никогда в жизни не слышал, как танк стреляет, он скажет, что это такое, это какая-то фигня, вот она. Вот это выстрел? Это выстрел. То есть он настолько громкий, что микрофон его... Если мы сделаем погромче, то... Ну, это похоже на выстрел из пистолета просто. Из пистолета, да, это с одного микрофона. А как она в игре звучит, эта фаза? Вот. Это ближняя дистанция выстрела, потому что есть еще, допустим, дальняя дистанция. Вот дальний выстрел. Это другие микрофоны записывают. А звук попадания снаряда в танк? Сейчас я немножко припомню, как это. Это слабенькое попадание, то есть сигнал одиночный. Нет, это пробитие у нас, такое слабое. Это среднее и вот большое, допустим. Еще и со звуком оглушения, да? Тут важно понимать, что в реальном бою, если в тебя попали снарядом, в твой танк попали снарядом из другого танка, ты это уже не услышишь, скорее всего. Вот часть от непробития. Это рикошет. Да. Да, в общем, это не для последовательных пацифистов игрушка, я скажу. Совсем нет. Даже для непоследовательных пацифистов она не подойдет.
Ну, наверное, все-таки лучше, чтобы игроки сражались на виртуальных полях, нежели в каких-то в реальных условиях, правильно? Чтобы... С этим не поспоришь. Тема крови, там, всего прочего специально как бы обойдена в сторону, потому что действительно, в первую очередь, никакого там элементов там агрессии, там, что-то такого, в принципе, в игре не должно быть. То есть натурализм заканчивается на гаечках и болтиках? Абсолютно точно. То есть натурализм вообще, ну, очень для художественной составляющей, это вообще плохо. Если сравнивать с кино, да, вот появился в свое время «Спасти рядового Райана». Он был таким прорывным фильмом. Там как бы реализм. То есть понятно, что это все тоже довольно относительно, но тем не менее реализм мозги летают, и натурализм кровь, это разные вещи. Ну, почему не имплементировать, как вы говорите, это в игру? А зачем? Ну, ключевое слово «зачем». То есть все-таки игра — это игра. Да? То есть задача, в принципе... как у кино, к чему-то подвести к каким-то обобщениям и более сложным размышлениям у игры нет? Скорее, как быть натуралистичным до конца, однозначно нет. Вот. Но при этом как бы дать возможность получить там фан от игры, да. Вся вот эта вот кровавость после какого-нибудь реального шутинга где-нибудь там вот в Крыму. Да. Начинаются какие-то вокруг того же Counter-Strike брожения? Постоянно. Ну, это же стало мемом, когда некий эксперт в эфире какой-то радиостанции придумал по ходу диалога с ведущим игру несуществующую Дока 2. Ой, есть такая игра Дока 2. А что это за игра? Это игра, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей, то есть там можно придумать свою определенную местность, то есть можно придумать ту же школу, также ее взорвать, убить. Почему он перепутал? Есть Dota 2, где не стреляют. Да, где не стреляют, да, и Дока 2. И это, да, превратилось в мем. Да, к сожалению, это происходит, но все научные исследования, и у нас же еще в России функционирует Федерация компьютерного спорта, которая проводит авторитетные исследования, привлекает ученых, которые доказывают, что игра в Counter-Strike, в какой-нибудь шутер никак не влияет на внешнюю агрессию. А ты здесь хочешь делать стрим-хату? Ну, начинать здесь пробовать, смотреть. Ну, там втроем, вчетвером собраться для начала. А расскажи про стрим-хату, что это за тема? Группа людей собирается, например, там те же, вот мы соберемся 5-6 человек танковых. Устроим, можно колесо устроить какое-нибудь. Колесо — это когда там крутишь колесо и выполняешь задание. Почти. Почти хелл. Очень близко, почти хелл. Подуй, Давай. подуй. Прямо из ада ветер. И собираются, обсуждают разные темы, готовят. Ну, вариантов очень много. А в Москве эти чуваки по доте, да, которые стримят? Да. Стрим-хаты? Да, они дотеры. Спасибо. Победа просто. Спасибо, тренер. Вот это поздно. Молодцы, не расслабляемся. Вот у меня отец, ему 60 лет. И он играет в танки? И он уже 8 лет играет в танки. Он увидел, что я играю, такой, хочу. Все, и теперь он играет в танки. Успешно? Ну нет, 47%. А ты зарабатываешь, ну, понятно, собственно, реклама, плюс у тебя там еще во время стримов можно тебе донейшн сделать. Чувак, что ты делаешь? Зачем, чувак? Что, опять рыбчак, а не полная шняга? Нет, мне еще 50к закинули. Да ладно? Да. И какой был максимальный донат? За один стрим человек несколько лет назад закинул миллион. Почти миллион. Миллион рублей? Да. Просто потому, что ему нравилось, как ты стримишь? Да. Хотел бы посмотреть на этого человека. Я потом с ним связался ВКонтакте, он мне сказал, что это ему пришли достаточно шальные деньги, вот, которые он не зарабатывал, просто ему пришли, поэтому он решил поделиться. Короче, я знаю, чем все это кончится. Я подсяду на World of Tanks, перестану зарабатывать деньги, опущусь и сопьюсь. Но зато я буду на 9-м левеле. Так, Леша, ну что за шаблоны? Вот. Ну, на самом деле, действительно, есть, друзья, такой, ну, скажем слушай, так... Есть же такая тема. Есть такой мем, да, что в танке играют пятничные подпивковичи под бутылочку пива. Вот. А у тебя же были даже истории в офлайне, проблемы начинались из-за твоих трансляций. Например? Из-за World of Tanks. А был какой-то родительский всероссийское сопротивление, что-то какая-то хрень? Это была желтушная тема, появился чувак
с каким-то криминальным прошлым. Ну, я про него уже потом пробил. Он начал делать негативные ролики про всех стримеров World of Tanks, чтобы на этом похайпить. Хайпануть. И хайпанул, да? Да, и хайпанул. А потом эту тему подловили эти Mail.ru-шные журналисты, которые всегда были, скажем так, в контракт с Wargaming. У компании, которая только выходит на рынок рядом с большим конкурентом, ее задача быть заметной. Поэтому мы эту задачу решали теми способами, которые считали возможным для себя. В большей степени такое развлечение для наших игроков. Им было интересно следить за нашими перепалками. Более того, что в жизни мы с этой компанией большие друзья. А Mail.ru, они просто конкуренты, насколько я понимаю, Wargaming. Они же сделали Армату, да? Но она уже закрылась. Послушайте, кончились. Давай еще бойцов. Удерживайте позиции. Они влили туда, я так понимаю, очень много денег. И... как всегда Mail.ru делает. Да, и у них ничего не получилось. У Арматы есть активная аудитория, который с удовольствием играет в проект. Ну, нам несколько раз тут повторили, что вы прощаетесь сейчас с этим проектом. Нет, это не так. Есть аудитория, которая крайне заинтересована в том, чтобы поиграть в современные танковые игры. По легенде, здесь прошла такая учебная эвакуация, то есть в городе следы жизни, но при этом жители отсутствуют, как вы заметили. И что это за место? Площадь Победы. В чем прикол гонять по этой локации на танках и ломать скамейки? Глупый вопрос, понятно? Хотелось сделать подарок вообще, родине танков. Вот, и все мы не решались взяться, но очень хотелось. И вот мы решили, что... А долго вы это согласовывали с властями? А мы даже не согласовывали это с властями. Да? То есть это даже не нужно согласовывать. Тебя узнают на улице? Да. Часто? Каждый день стабильно. Ну, что сказать? Нормально. На концерты приходишь, условно говоря, если я иду на какой-то концерт там молодежный, если это там связано, например, с новой волной русского рэпа и так далее, там много народу знает, то, что это твоя аудитория, это молодые люди там от, соответственно, 18 до 25. 30 плюс тебя уже не узнают. Еще бы. Еще бы, да, или еще бы нет? Не, в смысле, еще бы, да, они узнали. Откуда бы они меня узнали? Тебя сейчас узнают? На улице, да, очень часто подходят. Твои ровесники в основном? Старше, младше? На самом деле очень много людей за 25 подходит. Таких, как бы это объяснить? Не совсем молодых. И мои ровесники тоже, очень много их. Разные категории. То есть ко мне подходит только мужской пол. Практически никогда женские не подходят. Почему? Они либо стесняются, или что, я не знаю. Я слышал, что для многих это, особенно для интровертов, геймеров, это вообще единственный способ социализации. Да. Потому что он, например, сидит все время дома. И все, с кем он общается, это только члены его клана. Да, я знаю некоторых ребят, причем они довольно такие нормальные, адекватные. Он ни с кем в реале не дружит, он общается только внутри танков. Но опять же, он все свои потребности удовлетворяет, сидя за компьютером. А что ты будешь делать после завершения карьеры? Ты будешь комментировать, ты будешь тренером? Что произойдет? Уже думал про это? У меня в голове много вариантов развития событий. Если я захочу быть связанным с киберспортом, то действительно есть много возможностей. Можно заниматься стримингом, можно быть причастным к непосредственной игре, тренировать или быть аналитиком. Я точно не хочу быть комментатором или работать на камеру. Но вообще у меня есть бизнес, и я успеваю вкладывать выигранные деньги в более какие-то такие реальные материальные вещи, поэтому я думаю, что найду себя. Наверное, в ближайшие 10 лет ты проведешь как киберспортсмен, я подозреваю. Нет. Мне кажется, ближайшие максимум 3-4 года – это самый максимум. А дальше? Не знаю. На пенсию? То есть заработаешь, конечно, на пенсию. Будет довольно рано. Интересно что-то еще попробовать в своей жизни. В спорте? В реальной жизни. В реальной жизни? Да. Сзади! Сзади! Боже! Все, это редакция. Ставьте коммент, пишите лайк и предлагайте свои темы для истории. Если мы ее возьмем, все проиграл, то вас снимем тоже обязательно.